Давай, спроси в комментариях, почему видео вышло не спустя 5 лет. Жду. А если без шуток, то должно было выйти другое видео. Но так как учеба, плюс выпустил проект 21 числа, так что попозже. А это не мог пропустить, ведь каналу 10 лет. Канал помог завести друг со школы Андрей, так как он более продвинутый был в данных делах. Даже сайт с модификациями к Майнкрафт держал. И с его слов, то ли хост стоил в месяц, то ли всего сайт купил, потому что на тот момент не разбирался, что помимо того, что сайт надо купить, именно домен, надо еще и хост держать, чтобы сайт сам по себе работал. И надо, чтобы этот сайт кто-то написал, чтобы нормально обрабатывались запросы, сервер, клиент, ответ, вот это все. 200 гривен. Отчего тогда была подобная реакция на данную информацию? Первоначальный образ канала, так называемый Зеленый Сенсей. Стыдно! Но всем становится стыдно за свои поступки в прошлом, когда постепенно взрослеем. Так что это не то, что нормально, закономерно, а физиологично. Уточнить у преподавателя, чтобы не получить по шее. Ага, вот это примечание читать не надо было. Да и вариант не самый худший. Родители и друзья нормально воспринимали до того, как сменил образ на ныне актуальный. По первым буквам ты уже догадался, зритель, у кого скатал данного персонажа. Интересно, как там сейчас Юрий Маштаков? Что снимает? Выбрал, так как так называемый Крипер был любимым существом в игре. В частности, из-за любимого зеленого цвета. Ходил тогда на карате и хотел заниматься тем же, что и популярные ютуберы по Майнкрафт. И зарабатывать также, чтобы не зависеть от родителей и покупать все, что хочется. Как видишь, зритель, уже тогда пришел на сайт с конкретной целью, пока остальные жевали сопли и пытались зарабатывать деньги в настоящей жизни. Для обложки попросил сделать дом из Майнкрафт, в котором бы персонажи сидели на диване и играли в приставку. Андрей, видимо, не так понял, либо не умел на тот момент воплотить хотелку, поэтому сделал коллаж с персонажами из SCP и каким-то двухэтажным деревянным домом с двускатной крышей. И названием канала зеленым наклоненным текстом, написанным дрожащей рукой как будто. Не знаю точного названия данного эффекта, хоть он и старше меня, это точно. Но может быть волнистый или новомодное слово distortion. Также загрузил программу для создания анимированной заставки из любого текста с музыкой на фоне. Но либо не разобрался, либо не умел монтировать, либо не захотел вставлять видео. Скорее всего второе. Канал назывался транслитерированно, как и техническое название канала, являющееся по совместительству адресом. Первым видео было прохождение свежей на тот момент версии SCP Containment Breach 093, которая вышла 10 февраля 2014. Не сохранилась, так как имела глупое и грубое название, в значении пугаться. Проходили с Андреем, вроде дальше первого склада не ушли, так как там был спуск, где, если не обитал, то появился и свернул шею двум сотрудникам SCP-173, от которого нас отделяла дверь. Если не изменяет память, то под конец видео он ее открыл, что и послужило причиной преждевременному окончанию видео. Нет, убить не успел. Испугались. Извиняюсь, приплетаю Андрея, на чем решил как можно быстрее закончить видео. И вроде оно длилось 9 минут 33 секунды. Может, додумываю. Так как взломать бандикам не получилось, то видео были на 10 минут. С водяным знаком. К слову, буквально через какое-то время вышло обновление, где интерфейс программы сильно изменили. Следующее сохранилось. Garry's Mod 13. Обзор аддонов номер 1. А где номер 2? Твою мать. Все правильно понял зритель. Тогда еще матерился, а спровоцировала на это открывшаяся консоль после начала записи, так как назначенные клавиши совпадали. Записывалась на сборке Red Garry's Mod 1.0 с сайта gmodfan.ru, который gmodfan Inc., который gmodfan.com. Хоть на тот момент уже вышла следующая версия. Всем привет, с вами Зеленый Сенсей, и сегодня мой первый обзор аддонов. И сегодня мы обозреваем Garry's Mod. И эта карта, и первое, что мы будем обозревать, это карта. Она называется DR Minecraft. Это типа паркура, но в стиле Майнкрафта. Тут очень тяжело. Я же говорил. Второй обзор это у нас Карл Джонс из GTA San Andreas. Какой умный!
Блеснул умом, назвав по имени и фамилии главного героя Grand Theft Auto San Andreas. Хотя не играл ни в одну из частей игр на тот момент, а где-то услышал и запомнил данное FI. Ведь звучало интересно, по-мурвикански. Вот он, собственной персоной. Это он, ну, почти как я. А теперь... О! А что ж тут у нас такое? Ох ты ж! Люди, прикол. Ну что ж. Это тоже паркур. Но тут можно играть по сети. Веселее. Извините за лаги. Ну что ж, телепортация. Теперь мы будем телепортироваться на этот уровень. Ха-ха-ха, раз. Два. О! Ничего себе, люди. Это прикол. Теперь еще. Тут гаст. Я его называю летучий придурок. Вообще-то мой друг называет летучий придурок. Ну, я его тоже так. Нормально. Телепортируемся дальше. А это комната с разными рудами. Тут есть даже TNT. Тут водичка есть. Так, что тут случилось? А теперь нажимаем ого-го. Ну и последняя кнопка. Идем дальше. Не, мы назад телепортировались. Ну а дальше тут алмазы. Так, идем дальше. Как ни странно, вода безвредная. Мы вылазим в другое место. Тут есть торчик и свинюшка. Получай, свинюшка. И теперь разные порталы. Так. Что же мы получили? Но я пока не вижу. Тут тоже нет, тоже нет. Ну и мы на начало вернулись. Ну, такая карта, хочу вам сказать. Теперь переходим к аддонам. Теперь аддоны из Майнкрафта. Майнкрафт Свэп. Для этого нужен Майнкрафт Пак. Майнкрафт Model Pack. Нажимаем его. И ждем, и выбираем разные блоки. Например, дверька. Так, давайте, например. Мы практически поняли. И всякие механизмы, они работают только на... Они работают на кнопку Е. Сейчас вам покажу. Ай, не больно. Вот так. Теперь дальше. Есть еще NPC из Майнкрафта. Во, Майнкрафт Citizen. Он идет за нами. А теперь Майнкрафт плохой. Комбайн. Что же не делать буду? Ну это фиговые такие. Фигня. Теперь NTT. О, ном. Тортик. Транспортное средство. Лодка. Не, ближе. Ай. Но это невозможно. Ай. Но лодка не рабочая. Как и вагонетка.
Ну, я практически все показал. А теперь сами спаун-листы. Есть... А, забыл еще кое-что. Есть еще другие Майнкрафт PC. Так, и все практически. Ну, не все. Так, начнем с мирных. Первая курица. Что ж ты, зараза, не ходишь? Обычно она ходит. Но они обычно ходят. Вы не обращайте на это внимание. Они через время исчезнут. Свинка тоже. У них звуки есть. Овечка имеет только один скин. А теперь... Ну и жители с разными скинами. Ну и жители имеют разные скины. Так, теперь из обычных. Так, плохих. Крипер. Ай-яй-яй. Ой-яй-яй. Теперь... Ай. Чешуйница. Не обращайте внимания на розовые текстурки. Ну, бывает такое. А теперь скелетон. Видите, он как комбайн-снайпер. Если убить, из него лук выпадает. Его взять нельзя. Теперь паучок. Теперь проверим, как он на стенах ползает. Ну, я думал, он на стенах пользуется. Это зомби. -1. Ну и обычные мобы. Эндермен. Если мы его не тронем. Теперь он злой. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Да вы шутите. Он теперь будет гнаться за мной. А, я его вижу. Что он у меня получит? Ну, это, так сказать, нейтральные мобы. Да вы... What the fuck, инженерин? Ну, а теперь... Твою мать, да не нравится. Ну, короче, поняли. Ну, короче, вы сами все увидите. Есть еще железный голем. Корова. Ребенок. А теперь оцелот. Раз. Два. Да ешь ты рыбу, пока дойдут. Куда вторая делась? У меня гильзы валяются. Ну, если третью рыбку ему дать, он превращается в кота, и он имеет разные скины. А теперь ведьма. Ай, 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 ай. Ненавижу ведьму. Ну и волк. И теперь я им тоже покажу кое-что. Если ему дать косточку. Одной косточки ему не хватает. Все, теперь если ударить... А не, он злой. Ну и, короче, поняли. А все остальное я потом расскажу. Ну все, я буду заканчивать. Всем спасибо, это было мое первое видео. Ждите продолжения. Всем спасибо, удачи и пока. Не забывайте подписываться. А теперь спустимся в комментарии узнать мнение экспертов. Когда на полном серьезе отвечал на первую критику с покупкой лицензии Гаррисмод, то выглядел примерно так. Да, было время, когда худшими оскорблениями являлись выявление генетических заболеваний или обличение мамы в низкой социальной ответственности. К слову, это была первая купленная лицензия в жизни. Почему-то в память врезалась от какого-то ютубера с голосом школьника постарше и потлатым персонажем аниме мальчика на аватарке,
что ключи в Steam придумали недавно, а до этого было как-то по-другому, и теперь с их помощью стало активировать игры легче. Хотя очевидно, что они появились раньше, чем в 2013. А потом в конце августа вышла бомба. Но снял про нее видео уже где-то в октябре, получается. Был тогда в темной синей кофте, если не изменяет память, то это дедушкина, подобной этой. И продержался всего 2 ночи. И то умер в 2 часа ночи либо от Бонни, либо от закончившегося электричества, не хочу додумывать. Страшно было. Ничего не сказать. Да и есть. Детская травма как-никак. Если взрослые мужики на камеру визжали, то что уж про ребенка говорить. Но как подрос, узнал, что все это было наиграно. Следующее видео было на день рождения, где стукнуло 12 перед новым 2015. Уже по 2 части. И там было такое пошлое название, что даже озвучивать мерзко. Как видишь, уже тогда понимал, что народ больше любит и как надо кликбейтить. Сидел в бирюзовом свитерке, который связала мама. Если не изменяет память, первое видео, где был в наушниках. А до этого, да и после этого, пользовался только колонками. И видео в них смотрел, и музыку слушал. Через дополнение на MP3 проигрыватель для Garismod 10. Именно туда собирал первую коллекцию музыки. Ведь в имевшихся тогда наушниках Sven неудобно. Искусственная кожа облазила. Плюс с этим 3.5 разъемом он то работал, то нет. Не туда втыкал, видимо. Хотя различал разъем от микрофона и наушников. Тоже до какой-то ночи дошел, где и умер от венца названия данного видео. Следующее видео было 31 октября 2016. По сути, первый подкаст, где объяснял, почему нету видео и что планирую дальше снимать. Приурочил его к буржуйскому празднику. На заглавное изображение видео взял фото попугая. Какого попугая? Пугало. На заглавное изображение взял видео. Да что ж так упорно хочу видео взять. Хотя там только фотографию можно. На заглавное изображение видео взял фото пугала поздней осенью. И нанес поверх аватар канала с каким-то зеленым текстом. И делал это все в Paint. Хотя в 2016 уже осваивал фотомагазин. Но почему-то решил ее сделать в Paint. Прикольнуться может. Не помню, как называлось, вроде разговорное видео 1 или номер 1. Но не подкаст точно. На тот момент не знал про существование такого формата. Был в том же самом свитере и вылез еще с таким глупым приветствием. Хей-ю-хей, с вами сенсей. Может, не изменила память, действительно мог вспомнить спустя столько лет это приветствие. Следующее было обзором альфа-версии сборки проекта Stalker Zone Minecraft Project Алексея Китаева 28 февраля 2017. Снимал на ноутбуке в творческом режиме игры, непонятно в каком лесу обычного мира, со смесью песка, вроде еще озеро лавы было. Алексей всячески поддерживал, хоть и был старше на 5 лет точно. Почему-то думал, что ему 23 было. И, на удивление, дружил со мной, несмотря на возраст. Комплексовал из-за него и голоса. За что очень благодарен до сих пор. ЗЗС 250, Stalkeron 2002, про которого можно узнать из записи к 10-летию регистрации страницы ВКонтакте, только косвенно касается канала. Об этом в другом видео. Следующее вышло после переосмысления образа и приобретения новой цели ведения канала. Промежуточным вариантом был Arctic Game Master Channel. Но что-то не пошло. И к лучшему. А то как-то ЧСВшно звучит. Тем более, что подобный Game Master уже есть. Так что рано или поздно обвинили бы в копирке. Интересно, как он там поживает? А имя пользователя было ArtGMC. Следы от этой вариации образа остались в виде имени пользователя в PlayerUnknown's Battlegrounds. К сожалению, в первой упомянутой игре изменить можно только платно. Промежуточный вариант примечателен тем, что уже тогда появился образ с сокрытием лица в бафе. Кофты с капюшоном, с красивым непонятным граффити 7 класса. Из-за чего, если ее и носить, то только закатав рукава. А вот штаны такие серого цвета с зелеными найкивскими вставками уже не влажу, с моим активным образом жизни. Визуализации интро в Майнематор не будет. Не хватает времени для создания того, что подразумевал на тот момент. Также должно было, но не вышло, видео в данном образе. Первая часть прохождения OGSM версии 2.4, которая вышла в апреле 2018. Но там записалось всего 34 секунды. Опять всем привет, меня зовут Артем.
Ну и сегодня я решил перепройти Сталкер. И тут нате, вышел как раз мод. Новая версия OGSM 2.4 Gold. Во. Тут пофиксили самые возможные баги. Добавили новых фичей. Ну, сейчас посмотрим. Выбирай, как мы с тобой поступим. Езди... Также помню побегушки в сборке 1934. И, вроде, это было летом 2017-го. Но Свет не увидела, так как бабушка позвонила, и был с ней долгий телефонный разговор. Если не изменяет память, то записывал на Фрапс. Как мне ситуацию прояснить? Ну, что стоишь? Подходи, не кусаюсь. То может завтра на кладбище встретимся. Да я не знаю, обычно 9 мая на кладбище же ездят. Ну, что стоишь? Ну ладно, бабушка. Ну завтра созвонимся. Ага, пока. Ага, пока. Ну, что стоишь? Подходи, не кусаюсь. Вот это класс. Ну и пришел к актуальному ныне образу. ЧСВш на себе говорит в третьем лице Самарта. Не знаю, можно ли отнести конкретно к этой итерации появления перчаток, ведь приобрел их в конце 2017-го, а с нашей международной почтой они приехали в начале 2018-го. Получается промежуточная деталь между промежуточным и актуальным вариантом. Помню, как ходил на почту, которая потом, к сожалению, закрылась, и такая задрыпанная была. И потом, возвращаясь домой по морозу, руки обмерзли, но шел и в то же время и распаковывал, на руки одевал. Нетерплячка. В процессе придумывания имени пользователя руководствовался примером от Йенса Бергенстона, у которого первые две буквы имени и одна фамилия использованы в имени пользователя Джеб, нижнее подчеркивание. Ну и если можно так выразиться, пораскинув мозгами, перебрав варианты Арс, Артс, Артсам, то по звучанию пришел к варианту Самарт. Ой, забыл сказать нынешним, а то как будто и так тебя зритель не задолбал излишними уточняющими словами в речи, без которых смысл содержимого предложения не меняется. И с большой буквы в середине, так как обозначает имя, а первые три — фамилию. Ведь если бы написал на английский манер, то получился бы Артсам. И зачем продолжаю тебе это объяснять, ведь ты, зритель, это и так понял, но все равно, озвучивая объяснение того момента, тем самым показываю, что считаю тебя за глупого и не в состоянии мыслить. Хоть видео и вышло 20 октября 2018, но задумывал его выпустить еще год назад, в 2017. Ну и дальше ты знаешь, так называемый подкаст перед новым 2019. Бандиту, к слову, медведь на ухо наступил. Первая часть разбора лиц сталкеров. Вторая, выпущенная 8 марта, с дублирующейся из первой обложки фотографией для заднего фона, так как красивее не нашел. Первая, не касающаяся основной тематики видео со смешным моментом, ради которых потом был заведен второй канал, на обложку которого поместил прекраснейший арт с кладбищем на фоне ЧС. Оптимистично. А вообще из категории «не пропадать же добру», так как при помощи режимов наложения удачно, по моему мнению, заменил небо изображение. Демонстрация All Vanilla Stalkers Variations для форума и все. Началась активная подготовка к ЗНО из-за перехода в 11 класс, из-за чего возможность работать на ТС уменьшилась, а о канале и речи не шло, как и о ВСВ. Так как много чего он обещал сделать для модификации, ведь искренне горел ей, желал всего самого наилучшего, хотел дополнить и улучшить настолько, насколько это возможно с моей стороны. И не рассчитал силы, ведь не знал, что ждет дальше. Учеба за 200 километров от дома, со слабым уже на тот момент ноутбуком. Не говоря уже о других модификациях, которые он также должен. Поэтому 3 сентября 2020 выпустил очередной, так называемый, подкаст с объяснением «Где видео?» И в том же году новогодний, как в 2018. Также предновогоднее видео 2021. Ведь пропустил год, так как тогда на день рождения посетил впервые в жизни Киев. Хотя планировал его делать ежегодно. Ну и заодно в тот же день провел первую трансляцию с живым общением. Но, как известно, первый блин комом, то назвал ее нулевой. Но как бы того ни хотелось, она является первой и нулевой никогда не будет.
Также заработал с 2 зрителей, по совместительству являющимися 2 давними друзьями, 168 рублей. Спустя на тот момент 6 лет. Гуляем на все. Оглядываясь назад, иронично, спустя 5 лет с момента создания канала с изначальной целью стать знаменитым, заработать денег, набрать аудиторию, подписчиков, искренних, огромными перерывами между выпусками новых видео, пришел к тому, что хотел и хочу снимать. Другими словами, к актуальному ныне, если можно так выразиться, образу и направлению деятельности. И что не менее иронично, то прошли те же 5 лет с большими промежутками между разными видео. Если первые 5 лет это был так называемый, да почему так называемый, натуральный творческий поиск себя, то вторые 5 лет это несбывшиеся обещания, видео из категории «Держу в курсе». Напоминание о себе, что канал не заброшен. Страшно осознавать, как вроде и долго, но на самом деле очень быстро за последние 7 лет пролетело время. Так что спасибо всем за ожидание, поддержку и без лишних слов пошел делать долгожданное новое видео. Готово, вот оно.